Приветствую вас на канале Техревизор. Врываемся в 2024 год с подборкой бюджетных мониторов, цена которых не превышает 10 тысяч рублей. Прекрасный бюджет для офисных вариантов, для работы в браузере с текстом, документами, таблицами и так далее. В таких мониторах есть все необходимое для комфортной работы или просто рутинных дел, типа позалипать в YouTube, полистать соцсети. Но нередко люди берут подобные панели и для игр. Во-первых, а почему бы и нет? А во-вторых, что поделать, когда ПК собрал, мышь с клавиатурой купил, а на моник уже остается не так много денег. В общем, и за 10 тысяч рублей можно найти неплохой вариант. Я отобрал 5 лучших мониторов до 10 тысяч рублей. Давайте начну подробнее рассказывать про каждый, а вы пока поставьте лайк ролику и на канал подпишитесь. На пятую строчку рейтинга я поставил Digma DM-MONB2202. Такую позицию решил отдать ему скорее из-за непопулярности Digma в целом как бренда. Объективности рейтингу это не добавляет, да и в таком бюджете выпендриваться не приходится. Хотя монитор ведь полностью адекватный, он даже выглядит симпатично на все 20 тысяч. Тонкие рамки, не считая нижней бороды, аккуратная устойчивая подставка, элегантный корпус. Но тут нужно учесть, что монитор небольшой диагонали на 21,5 дюйма. В общем, не самая популярная диагональ сегодня. Но все равно есть люди, кому на большей панели работать некомфортно. Именно поэтому я решил уделить им хотя бы одну позицию в рейтинге. Но и вам лишний повод задуматься. Может, с таким экраном работать будет даже удобнее. При такой диагонали сохраняется соотношение сторон 16 к 9. То есть все как привычно для большинства юзеров. Ну и разрешение соответственное. Full HD, растянутая на VA матрице. В случае с такой диагональю это даже плюс, так как картинка имеет повышенную плотность. При этом изображение контрастное и яркое. Конечно, есть небольшие засветы по углам, но без них никуда. В целом, для выполнения рабочих задач жаловаться буквально не на что. Есть и технология для защиты глаз от мерцания Flicker-Free и Low Blue Light. Так что после рабочего дня голова и глаза болеть не будут. Но я вас тут не пытаюсь уговорить поменять мнение насчет диагонали. Если вам этот монитор Digma понравился, но на 21,5 никак не хочется переезжать, то есть похожий вариант Digma DM-MONB2404. Это уже привычные 24 дюйма. Он еще отличается IPS-матрицей. Можете рассмотреть его. На четвертом месте топа Samsung F24T350FHM. Не какой-то там китайский Digma, а прям широко известный кореец. Если это для вас важно, конечно. Но уже на 24 дюйма без всяких альтернатив. Выглядит немного по-другому. Не то чтобы внешний вид как основной критерий, но та же подставка тут выглядит понадежнее. А те, кто часто цепляют стол или имеют энергичного кота, уж точно будут больше в ней уверены. Правда, и место на столе она занимает поболее. Но в случае чего можно повесить монитор на кронштейн, прилепив его к стене. Так его уж точно никто не уронит. По качеству изображения не могу выделить каких-то кардинальных отличий, но важную роль тут играет IPS-матрица. В сравнении с прошлой VA заметно увеличилась контрастность и насыщенность цветов. Конечно, взглядом обычного пользователя это заметить сложно, но единственное, что можно увидеть без особых навыков, это засветы по краям. Хотя, правды ради, в рабочих процессах с ними вы не столкнетесь. Но если вы любите вечером в темноте посмотреть фильмы, то в темных сценах вы точно заметите светлые блики. За пару таких вечеров глаза привыкают, потом внимание на них не обращается. Увы, в бюджетном сегменте от этого никуда не деться. Более того, даже дорогие мониторы таким страдают. Поэтому что можно ожидать от самого низа рынка? Спасибо, что это полноценный рабочий монитор с IPS-матрицей, Full HD разрешением, приятным видом и качественной картинкой, от которой не рябит в глазах и не болит голова. А за больше уже нужно выкладывать больше денег. Следующий монитор в рейтинге AOC 24B2XH. Еще один хороший моник для работы офисного типа, рутинных задач типа посмотреть фильм, полистать браузер и какого-никакого гейминга. На деле для первых двух пунктов в мониторе за десятку есть минимум того, что нужно для комфорта. И было бы идеально дать монитору повышенную частоту обновления экрана. Я сейчас не 75 Гц вместо 60 имею в виду, а какие-нибудь 120, 144, 165. Все-таки с более плавной картинкой гейминг получается в разы интереснее. Конечно, для такого нужен и комп помощнее, но это уже другая история.
Немного заспойлерю, у меня все-таки получилось найти одну реально годную модель для игр. До нее остается совсем немного, поэтому не выключайте рейтинг, все самое интересное впереди. А мы пока вернемся к EOS. На борту все та же IPS-матрица с Full HD разрешением. Собственно, по большей части это все, что можно сказать. В целом получается практически ровно такой же монитор, как и прошлый Samsung, только немного в другом дизайне. Ножка у него покомпактнее, на столе меньше места займет, но функционала у нее больше не стало. Никаких регулировок по высоте, углу поворота. Только наклон, только отверстие под креплением на кронштейн для тех, кому очень надо повесить монитор. Картинка на том же уровне, с адекватной цветопередачей, достаточной для базовых задач, с хорошим коэффициентом контрастности, неплохими углами обзора, с технологией Flicker Free. По итогу есть все, что нужно, чтобы с минимальным комфортом пользоваться монитором. То, что и необходимо в минимальном бюджете. Второе место топа занимает Acer K243YE. И вот он показался мне интереснее за счет одного параметра, которого так не хватало в прошлых моделях. Это частота обновления. При подключении по HDMI кабелю этот монитор покажет вам 100 Гц. И вот уже тут реально есть разница, ощутимая в гейминге. Конечно, кому-то с головой достаточно и 60-75 Гц. Но если вы ищете именно игровой вариант, то почему бы за те же деньги не рассмотреть вот такой на 100 Гц? Если думаете, что комп не потянет, не проблема купить монитор на вырост, так сказать. Когда-нибудь вы можете обновить какие-то комплектующие в ПК, и будет очень приятно осознавать, что тогда в 2024 году выбор был правильным. Хотя и чисто для офисных задач плавная картинка пойдет только на пользу. Все же приятнее листать браузер, копаться в таблицах и тому подобное. Особенно в первое время, когда глаза еще не привыкли. Но в любом случае тут стоит все та же IPS-матрица, которая делает ровно ту же контрастность и насыщенность. Засветы разве что могут отличаться. Может в другом углу будут, может чуть меньше размером, а может и вообще не будет. Это дело такое, непредсказуемое. Хотя, как я уже и говорил, большой роли это не играет, так как в повседневной эксплуатации их не видно. Поэтому этот момент на усмотрение каждого. В остальном отмечу только наличие Flicker Free, крепления для кронштейна и FreeSync. Это штука, которая убирает разрывы кадров, если ваша видеокарта подкачивает и дает меньше FPS, чем показывает монитор. Так картинка становится плавнее. Полезно для игровых мониторов в общем. Ну и вот он, лидер сегмента мониторов стоимостью до 10 тысяч рублей. Xiaomi Redmi Display G24. Главное его преимущество тоже частота обновления, но это уже целых 165 Гц. Важно, при подключении по DisplayPort. Да, тут есть такой современный порт. Не одним HDMI едины бюджетные мониторы. Но 165 Гц реально заметный апгрейд, который доставит геймеру в 10 раз больше удовольствия от уже привычной игры. Конечно, со временем это ощущение притупляется, но его легко можно обновить, включив ограничение в 60 Гц. Сразу все кажется дерганым и лагающим. В общем, после 165 FPS все, что ниже, вообще по-другому воспринимается. К нюансам этого монитора отнесу VA-матрицу. При прямом сравнении видно, что у VA получается не такая сочная, насыщенная яркими цветами картинка. На деле, само собой, не могу сказать, что этот Xiaomi показывает блеклое изображение, в котором недостаточно контрастности. Но, тем не менее, при прямом сравнении это заметно. Здесь, конечно, поддерживается HDR10, который еще мог бы исправить ситуацию, добавив реалистичности, но полностью реализовать ему не дает яркость монитора, поэтому работает HDR постольку-поскольку. Также не понравился момент с отсутствием крепления для кронштейна. То есть этот монитор ставится на стол и только. Никак его не подвесить. Знаю, что для кого-то это один из приоритетных параметров, но, увы. Если уж сильно нужно, то могу предложить близкий к этому Xiaomi лишь прошлый Acer. А так, в целом, этот монитор все равно шикарен по своим параметрам за такую цену. И для гейминга вряд ли можно найти что-то лучше. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.